Итак, друзья, всем снова привет на канале Ижмота с того бока. Рад вас приветствовать всех. Хотел сегодня немного рассказать о том, что у меня происходит дальше в моих гаражных делах, в делах с юнкером. Подготовил я частично раму к покраске. Вот задняя часть уже покрашена, она была до этого покрашена. Ну а вот, например, переход я вам сейчас покажу. Вот. Здесь подготовку я делал. Пока это частичная подготовка, не полностью, нужно удалять большие следы коррозии. Вот. И дальше уже обезжиривать, будем красить. Это что касается мотоцикла. Поставил я вот такие несколько стеллажей здесь. Вот раз, два стеллаж, чтобы хоть чуть-чуть навести тут немножко места сделать себе. Но уже ходить было негде. Вы, наверное, видели по видео. Это не потому, что я там такой плохой человек и люблю грязь, потому что нет времени, друзья, вот честное слово. Времени нужно уделять семье очень много, и поездки в гараж, они иногда бывают один раз в неделю, а может быть и раз в 2 недели всего-навсего. И успеть что-то сделать дельное за это время, ну, сами понимаете, да? Поэтому приезжаю хотя бы там на часок, на несколько часов, вот что успеваю, то делаю. Разобрал вот этот угол. Есть вот место здесь, и разберу вот тот, там уберу двигатель какие надо, и скоро будет видео. Вот здесь вот двигатель полностью разобран от водянки. Его надо собрать на новых комплектующих полностью и оставить его. Не знаю, куда пока будут применять. Вот он в коробке просто лежит. Вот там половинки от него. И опять же вот шпильки. Но они там в ужасном состоянии. Сейчас, если получится показать, мне дались, видите, да, ржавчина. Вот, и они настолько, их повела коррозия, они истончились. Ну, вот такие вот дела. Резину тут ждет в своей очереди. Всякое разные колеса. Надо все это делать. Ну, совсем у меня мало времени. Вы уж извините меня. Такое небольшое, можно сказать, оправдание. Почему все это так долго, медленно, все это вот раскидано по гаражу. Хотя бы порядок, потому что сезон все, кататься уже не получится, но будем медленно, но верно двигаться вперед. Итак, друзья, всем привет! Снова продолжение всего нашего проекта. Так, буду сегодня красить раму. Частично я ее подготовил, дремелем остатки ржавчины зачистим. Включил обогреватель такой вот у меня электрический. Сейчас он топит в гараже, показывает вот уже 10 градусов, начинает расти. Ну и сейчас запущу вот этот еще газовый обогреватель от баллона и будем греть комнату. Пока я сделаю подготовку окончательной рамы, как раз все у нас прогреется и будем красить. Ну все, следующее включение. Итак, друзья, выкрасил я раму, но проблемы были в том, что у меня освещение очень плохое. Вот лампа и вот лампа, ну и переноска вот лежит. Этого крайне мало. Я задолбался прыгать вокруг этой рамы. Красишь вслепую, потом берешь переноску, начинаешь светить, где что получилось, где что не прокрасилось. В общем, не делайте так. Но у меня, как всегда, обстоятельства. В общем, скоро дожди, скоро похолодание и так далее. Пока на улице держится плюсовая погода, чтобы краска высохла. В описании к краске вообще сказано время высыхания не менее 6 недель. Понимаете, да? 1,5 месяца, где я его возьму. Так, освещение хотел сделать. Вот у меня лежит здесь. Прожектор хороший был, вон он. Но у него сгорел блок питания, я не успел купить
ради деталей, чтобы перепаять. В общем, трэш, как всегда. Ну, сейчас покажу вам, что там примерно получилось. Так. Ну, вот так. Вот как-то вот так. Не знаю, потеков вроде бы нет. Но трудно сказать, я говорю, тут в такой темноте очень трудно. Ну ладно, есть как есть уже. Если буду делать реставрацию этого мотоцикла, тогда уже сделаю с порошком, со всеми пирогами. Ну вот пока вот так. Теперь надо уходить отсюда, чтобы пыль не садилась. Но тут больше не пыль, тут больше обычно потеки потом появляются. Краска такая. Краска-то нормальная, температура сейчас, при которой приходится все это делать, она не подходит к этим делам. Ну ничего, есть как есть. Ну вот, в общем, друзья, вот такой вот результат, да. Мне сейчас ехать через 2 часа на работу. Так что вот так вот занимаемся юнкером. Проснулся я в 3 часа ночи, приехал сюда, чтобы хоть что-то сделать, хотя бы покрасить раму. Потому что пока рама будет стоять, я буду занят. Процесс как бы будет идти, да, рама будет высыхать. Потом уже приеду и могу начать сборку. Единственное, хочу сделать втулки сразу до момента сборки мотоцикла, вот сюда вот в подножку, потому что потом их вставлять туда будет такое себе занятие, когда уже все будет, когда двигатель уже наброшу и так далее. Вот. Итак, друзья, всех снова рад приветствовать на канале Ижмота с того бока. Ну что, рама у нас высохла. Вот такой вот результат получился. Смотрите. Очень даже достойно для окрашивания кисточкой. В принципе, нормально. Я больше переживал, что будут потеки какие-то. Ну, раму я красил, чтобы исключить образование коррозии какой-то и так далее. Посмотрим, как краска себя проявит. Везде прокрашено. Там вот видите тоже, да. Также я подготовку делал. Вот. Вот такой вот результат. В принципе, очень и очень неплохо. Так, ну в дальнейшем что? Последует у нас сборка. Решу этот вопрос со втулками. Нужно еще покрасить маятник. Вот он подготовленный, тоже ждет своего часа. Вот. Маятник, подставку, подножку, как ее называют. Но прежде надо вытащить втулки, найти материал, с которого вытащить. И патрон растачный купить. Ну все, друзья, спасибо, что смотрите меня. Пишите комментарии, советы. Всем стараюсь отвечать всегда, не пропускаю ни одного комментария. Все, всего доброго, всех благ, берегите себя.